Всем привет, с вами Ольга Еременко, и сегодня мы поговорим о том, как правильно пользоваться ирригатором. Запросов просто миллион. Итак, ирригатор — это вот любая емкость, она может быть портативной, переносной, без шнура на батарейках, или стационарной, когда необходимо его подключать к электросети. Он больше емкости и больше регулируется здесь мощность. В ирригаторах обычно есть насадки абсолютно разные, могут быть даже насадки и для языка в том числе. И сейчас мы поговорим о том, как правильно вычищать промежутки между десной. То есть, во-первых, мы подбираем насадку. Вот здесь в данном случае у меня одинаковые насадки, отличающиеся только цветом. Устанавливаем эту насадку. Здесь у нас есть кнопочка включения и выбираем мощность. Каким же образом мы им пользуемся? Вот представьте, что это ваша челюсть, это ваш рот. Мы должны вот это сопло направлять таким образом, чтобы было вычищение от десны к шейке зуба, то есть от розовому к белому. То есть, по идее, если десна здоровая или есть брекеты, вот таким вот образом можно направлять. И на нижней челюсти поднимаем вверх и идем между зубами. Ирригатор должен находиться, точнее насадка ирригатора и его крайняя часть должны находиться где-то порядка на 2 мм, на 1-2 мм от зуба. Это обязательно. Ни в коем разе нельзя наклонять ирригатор под десну и тем более подставлять его прям близко к десне. И если вы так чистите, то нельзя делать большой напор, потому что будет происходить механический отрыв. Начало эпителиального прикрепления десны — это клетки, которые обеспечивают удержание десны к поверхности зуба и защищают от попадения налета с бактериями в связку, которая удерживает зуб в кости. Это эпителиальное прикрепление, оно очень может легко рваться. И поэтому, когда люди включают большую мощность для того, чтобы получить хороший эффект, выбивание, как называют это, налета из-под десны, иногда получается обратный эффект — разрывание эпителиального прикрепления и попадание внутрь еды. Есть действительно пародонтальные насадки, но в моей практике, к сожалению, не встречалось такой вот насадки пародонтальной и вообще ирригатора с пародонтальным режимом, у которого мощность подачи воды была бы минимальной для того, чтобы не разрывать и достаточно вымывать налет. По скорости промывания многие сравнивают ультразвук, пародонтальные насадки, и ирригатор. Но я бы сказала, что они все равно отличаются по мощности, потому что в ультразвуке нет напора воды. То есть вода попадает на насадку, и она просто увлажняет эту зону для того, чтобы было снятие налета безопасное вокруг зуба без механического воздействия струи воды на эпителиальное прикрепление. А поподробнее мы об этом говорим в телеграм-канал. Переходите по ссылке и подписывайтесь. Мы возьмем Вариус в режиме G, это в режим чистки зубов, и посмотрите струю воды у ультразвука, насколько сравнима. Струя воды ультразвука, вот видите, как льется плавно, даже вот если близко. И струя воды у ирригатора по мощности. Для того, чтобы вы понимали, то же самое делает врач-стоматолог или нет. Ирригатор, что происходит с пальцем? Ультразвук. Самое важное в ирригаторе — это подбор мощности, это направление насадки от десны обязательно, а не под десну. Возможно, существует какой-то безумно крутой ирригатор, у которого есть минимальная мощность и правильная насадка, но я пока с таким не знакома. Если знакомы с ним, оставляйте на него ссылку.
под видео. Ирригатор, то есть он, конечно же, противопоказан при любом воспалении, потому что, вспоминаем правила хирургии, при воспалении должен быть покой, десна не должна механически двигаться и не должно быть сильного механического воздействия, ну, я имею в виду отрывания или попадания туда пищи. Если вам все понятно, ставьте лайк, если видео считаете полезным, делитесь с ним. А о том, как сохранить здоровье зубов детей с самого детства, вы можете узнать на моем курсе «Уход за детскими зубами». Курс для родителей. Переходите по ссылке, присоединяйтесь к курсу. Из здоровых детей вырастают здоровые взрослые. С вами была Ольга Еременко. Всего доброго, до новых встреч. Вот это отверстие, я даже не знаю, как сказать. Офигеть. Это минимальная? Угу.